Всех приветствую, дорогие друзья! Вы на канале Доступное программирование. И в этом видео я вам объясню, как стать программистом с нуля. И давайте начнем. В принципе, программистом может стать абсолютно каждый человек. Если, конечно, у него есть желание стать программистом, ведь без желания ничего не получится. И как сказал Стив Джобс, каждый человек должен научиться программировать, потому что это учит нас думать. И вы у меня спросите, а кто такой программист? Я вам отвечу вкратце, что программист — это тот человек, который выучил какой-нибудь язык программирования и с его помощью программирует различные устройства. Компьютер, телефон, планшет и так далее. На решение конкретно поставленной задачи. Это может быть бот в Телеграме, приложение по доставке еды и тот же самый YouTube, на котором вы смотрите мое видео. Все это программист программирует всего лишь на компьютере. Больше других устройств ему и не надо. На старте вашего пути вам нужен либо компьютер, либо ноутбук, или даже ваш телефон. Нужно запомнить, что язык программирования, я вкратце вам объясню, что, во-первых, компьютер — это машина, и она не понимает нашего с вами языка, на котором мы разговариваем. Поэтому я не могу сказать компьютеру, что сделай то и то, чтобы это делало так и так. Поэтому были созданы языки программирования, которые компьютер понимает, и мы можем им управлять. Поэтому программист, который знает один или несколько языков программирования, а еще если он знает их превосходно, то он может делать разные крутые штуки. Языков программирования, как вы знаете, очень много. Например, есть языки программирования Delphi, Pascal, которые преподают в разных учебных заведениях. Но данные языки уже устарели, потеряли свою популярность, их считают уже мертвыми. Есть и более современные языки программирования, такие как Python, JavaScript, C++, C, C# и так далее. И данные языки созданы для определенных целей и решают определенные задачи лучше остальных. И поэтому, если вы хотите делать игры, сайты, программы, учите определенный язык программирования. Вот для сайтов есть языки программирования JavaScript, PHP, CSS, HTML и Ruby. Если вы хотите делать игры, вам нужны C++, C#, потому что почти геймдев разделился между движками Unreal Engine и Unity. Первый работает на C++, а второй на C#. Или же вы хотите создавать программы для ПК и телефонов, то если вы хотите создавать программы для компьютеров, вам нужен язык программирования C#. А если для телефонов, то вам нужен язык Java. Если вы хотите стать iOS-разработчиком, вам нужны языки Swift и Objective-C. Ну а если вы новичок и не знаете, в какую сферу вам пойти, вам нужны языки общего направления. Самый известный — это Python. Данный язык очень легкий в обучении, и в описании под этим роликом я оставлю ссылку на мой плейлист по изучению Python. С данным языком вы можете создавать сайты, Telegram-ботов, даже свой Paint, мини-Paint, игры и так далее. Так как на Python можно создавать абсолютно все, что угодно. Вы много чему научитесь, и через некоторое время уже сможете создать свой первый простенький калькулятор. С помощью Python вы научитесь принципам программирования. Если вы захотите после Python переходить на другой язык программирования,
то вам будет легче учить новый, так как у всех языков программирования принцип один и тот же. Если вы хотите изучить Python, Java, C++ и другие языки программирования, я вам могу посоветовать программу SoloLearn. У меня она уже установлена. Она представлена в виде мини-интерактивных заданий по изучению разных языков программирования. Если вам по каким-то причинам не нравится обучаться с телефона, то я могу вам посоветовать книги по изучению разных языков программирования. Ссылки я оставлю в описании. Я надеюсь, выпуск был интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, потому что мои ролики очень понятны. Всем пока!